В этом видео поговорим про заработок на инвестициях, а именно, реально ли заработать на инвестициях, как и сколько можно заработать на инвестициях новичку. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Реально ли заработать на инвестициях? Зарабатывать на инвестициях вполне возможно. Успешные инвестиции избавят вас от необходимости ежедневно ходить на работу и тратить жизнь на добывание средств к существованию. Работать за вас будут ваши деньги, а вы будете получать с них регулярный и стабильный профит. А теперь ключевой вопрос. Почему одни люди богатеют, а другие остаются бедными? Думаете, все дело в повышенной работоспособности, врожденных талантах и гениальных коммерческих идеях? Вовсе нет. Просто одни умеют грамотно распоряжаться собственными активами, а другие не умеют. Стартовые данные у всех людей примерно одинаковы, а вот отношение к материальным и духовным ресурсам кардинально различается. Вывод. Активы надо умело направлять, то есть инвестировать. Сказанное касается не только финансов, но и всего остального – интеллекта, энергии, свободного времени. Умные и прибыльные инвестиции – это доходы, которые не зависят от трудозатрат, стабильность и уверенность в будущем, наличие свободного времени для увлечений, путешествий и прочих приятных вещей, финансовая независимость. Как заработать на инвестициях? Топ-10 вариантов заработка. Вариант первый. Банковский вклад. Плюсы. Самый популярный инструмент. Главное его преимущество – надежность. Способен уберечь деньги от инфляции, понятен, доступен любому человеку. Можно быстро забрать деньги, несмотря на то, что вы потеряете проценты. Минусы. Низкая доходность. Вариант второй. Валюта. Хороший инструмент, особенно если использовать его грамотно. Лучше всего хранить деньги сразу в нескольких валютах. Например, в долларах, евро и рублях. Так вы убережете средства от колебания курса. Плюсы. Высокая ликвидность, как с банковским вкладом. Низкие риски потери средств при условии, что вы разделите свой волшебный портфель на 3 части. Минусы. Низкая доходность и комиссии при покупке и продаже. Конвертация. Вариант третий. Квартира для сдачи в аренду. О свободной квартире под аренду хоть раз задумывался каждый человек. Минусы. Это мероприятие не очень выгодное. В итоге ваша доходность с учетом периодического ремонта жилья, налогов и вынужденного простоя составит не более 5-8% годовых. При этом вам еще придется иметь дело с арендаторами и решением проблем, которые они могут создать. Затопление соседей, шум, порча имущества. Плюсы. Однако можно рассчитывать на потенциальное удорожание квартиры в будущем. Вариант четвертый. Фондовый рынок, акции, облигации. Хороший, но более рискованный инструмент, чем квартира, валюта и банковский вклад. Здесь уже не обойтись без специальных знаний. Плюсы. Профессионально разбираясь в инвестициях на фондовом рынке, можно добиться практически стабильной доходности в районе 10-20% годовых. Заработать можно как на дивидендах, так и на разнице между покупкой и продажей бумаг. Минусы. Неопытным инвесторам лучше рассматривать фондовый рынок в качестве инструмента инвестирования только с наставником или посвятить достаточное время на его самостоятельное изучение. Для начала рекомендуем посмотреть видео о том, как заработать на акциях. Вариант пятый. Свой бизнес. Плюсы. Несомненный плюс своего бизнеса – возможность получения высокой доходности. Здесь потолок прибыли в несколько раз выше в сравнении с работой по найму, а на вложенные средства можно получить от 20 до 500% годовых и более. Минусы. Однако факторов успеха здесь очень много, и гарантий нет, что они все сложатся благополучно для вас. Бизнес – один из самых рискованных видов инвестиций, как денег, так и своего времени. Кстати, через фондовый рынок вы можете покупать акции предприятий, становясь совладельцем крупных и надежных бизнесов, при этом получая пассивный доход от акций в виде дивидендов. Подробности о том, как купить акции физическому лицу, смотрите в одном из наших видео. Вариант шестой. Криптовалюта. Тренд последних лет – вложения в биткоины и другие цифровые монеты. Это самый хайповый и одновременно самый рискованный способ для инвестора. Минусы. Криптовалюту и вложения в первичное размещение токенов, ICO, стоит рассматривать только тем, кто специализируется на этой сфере и занимается инвестициями много лет.
При отсутствии опыта этот инструмент можно рассматривать как экспериментальный, выделив на него всего несколько процентов от вашего портфеля. Здесь можно получить прирост капитала в несколько тысяч процентов за год или потерять все буквально за один день. Больше информации про инвестиции в криптовалюту вы найдете в нашем специальном ролике. Вариант 7. Предметы искусства антиквариат. Хороший способ вложить солидные суммы денег для тех, кто разбирается в данной теме. Плюсы. Антиквариат дорожает намного быстрее, чем растет инфляция в стране. Минусы. Однако здесь главное условие – ваша экспертиза. Риск нарваться на подделку очень высок. А профессиональные антиквары больше рассматривают этот способ инвестирования как стиль жизни, совмещая его с собственным хобби в виде коллекционирования. Вариант 8. Одалживание денег. Плюсы. Дать деньги в долг под проценты – популярная тема в нашей стране. Имея определенные средства, вы можете занимать их людям и зарабатывать таким способом. Минусы. Однако нужно учитывать, что обязательно будут просрочки и какой-то процент полного невозврата средств. Тогда этот вид инвестиций становится скорее бизнесом, где должно фигурировать залоговое имущество для снижения рисков. Также вам понадобится команда грамотных юристов, чтобы игра стоила свеч. Вариант 9. Собственное имя, личный бренд. Отличная возможность увеличить стоимость своих услуг, сменить профессию или получить медийную популярность. Плюсы. Вложения в собственное имя – одни из самых беспроигрышных. Качественно делайте свое дело, не скачите из сферы в сферу каждые несколько месяцев. И со временем именно вы будете дорогим профессионалом или экспертом, к мнению которого прислушиваются. Инвестируйте время и деньги в собственный сайт, блог, получение новых знаний, выступайте публично. И тогда даже на рекламе, коллаборациях и собственных выступлениях вы станете зарабатывать намного больше, чем многие руководители или владельцы собственного бизнеса. Вариант 10. Знания о финансах. Самый беспроигрышный инструмент для инвестиций. Минимальные риски, размер вложений и максимальная надежность. А главное – доходность в 1000% на длительном промежутке времени. Финансовые знания позволят вам сократить ненужные расходы, увеличить доходы и с вероятностью близкой к 100% построить за несколько лет собственный капитал, если даже сейчас вы далеки от мира инвестиций. Главная задача здесь в том, чтобы получать правильные знания системно. Именно поэтому лучший способ ими овладеть – обратиться к тому, кто уже прошел свой путь от новичка до опытного инвестора и независимого финансового советника. Смотрите также полезное видео про финансовую грамотность на канале Жажда Про. Сколько можно заработать на инвестициях? Один из главных вопросов, которые волнуют начинающего инвестора – возможности заработка в месяц. Точные цифры назвать сложно. Лишь немногие инструменты, например, гособлигации или вклады, дают гарантированную и заранее известную доходность. В большинстве случаев доход известен лишь приблизительно. Ваш заработок будет зависеть от выбранной стратегии и стартового капитала. Считается, что инвестиции с минимальным риском приносят доход в пределах 5-10% годовых, среднерисковые инвестиции – 15-20% годовых, высокорисковые – от 25% и более. Это приблизительные цифры, которые могут варьироваться в ту или иную сторону. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!